Ого! КГБ СССР. Снятие копий запрещается. По ходу дела мы нашли министерское бомбоубежище, которое находится под убежищем для детей, который находится под пионерским лагерем. Смотрите, какой пульт. Вы только Офигеть! Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал легенды о грандиозных подземных городах, построенных в СССР на случай ядерной войны. Одни в это искренне верили, другие называли это сказками. Кого-то это пугало, а кто-то относился скептически. Городские легенды всегда гласили, что эти места замаскированы так, что мы можем каждый день проходить мимо входа в подобное место и даже не догадываться о его существовании. Но что, если я вам скажу, что все это правда и они существуют? Подземные города СССР не вымысел, а легенды правдивы. Готовы ли вы в это поверить и задумывались ли вы, что может быть внутри таких мест на самом деле? Сегодня мы развеем все мифы на этот счет, потому что мы нашли вход в один из подземных городов СССР в самом неожиданном месте из всех, в заброшенном детском пионерлагере, который будто застыл во времени, когда Советский Союз был в самом рассвете. Попасть туда было непросто. Путь вел через небольшой бункер КГБ, расположенный над основным объектом, а проход вниз скрывала массивная гермодверь, наглухо заваренная много лет назад. Но мы смогли преодолеть все препятствия и попасть в подземелье, куда десятилетия не ступала нога человека. Сегодня вы своими глазами увидите, что на самом деле скрывают подземные города СССР, как они выглядят и почему вокруг них до сих пор ходят легенды. Всем привет, с вами Кот. Погнали. Короче, мы, как обычно, приехали на объект, который должен быть заброшенным, но там какие-то 3 человека. Только что вышел еще один. Возможно, это те, кто пилит металл. Возможно, мы опять опоздали, как обычно. Ну, в общем, по плану здесь должен быть лагерь. Я прям слышу, что там прям что-то долбят. Заколачивают. Локацию заколачивают в прямом эфире. Слышите? Зачем нам залезать? Опа, замок. Ну, мелко вон может вот так инфильтроваться. Шпинголет. Локация была закрыта на шпинголет. Вон, слышите, там прям бух-бух-бух-бух. Забивают входы. Если ты не будешь говорить, вероятно, нас и не заметит. А может быть, он открывает наоборот. Вот пока стучит, пойдем. Короче, мы прокачали навык, видимо, еще после Японии. Человек забивает дверь, вход в это место. Мы прошли, он нас не заметил. Вы посмотрите, какая красота, а? Какие мозаики. Сейчас мы внутрь зайдем, и нас заколотит. О, смотрите. Серп и молот. Ну и, конечно же, всегда есть открытая дверь. Опа. Имя Ленина в сердце каждом. Верность партии делом докажем. Так, ну ладно. Пойдемте туда. А знаете что? Этот холл не то что напоминает. Я совершенно точно могу сказать, что здесь планировка точно такая же, как в лагере «Сказка», где вот всякие осьминоги. Сейчас вот фоточка вылезет. Вот там в главном здании абсолютно такая же планировка. То есть здесь был главный вход когда-то, а здесь должна быть библиотека. И да, вон я вижу полки. Смотрите, какой приемник. Обалдеть. Как все сгнило, а. Книгам прям уже очень плохо. Вон все полки просто от воды, от влаги промялись, и все съехало. А здесь уже нет окон, и здесь даже не пахнет плесенью уже. Просто вот все лежит таким напоминанием, что когда-то здесь была библиотека. Висят одежда, гардероб. А? Скажи мне, что есть на любой локации? Пианино? Серьезно? Вы нашли пианино? Пошли. Ну-ка, ребят, ну конечно, как же без него. Кстати, вы меня просили. Писали, что давно не было пианино, и верни Аню. Аню вернули. Вот в чем секрет. И Аня таскает с собой пианино. Да, и Аня нашла пианино. Давай, где оно? Ну, я, кстати, до сих пор не вижу пианино, если что. А, вот оно. Если мы сейчас играть начнем, то это может быть привлечь очень много внимания. Ну, пианино уже плохо. А тут это
Я сюда даже наступать не буду. Вот только посмотрите, видите, вот сюда если наступить, все, точно провалишься вместе с даже не с полом, а с остатками этого пола. Я вижу, там наверху есть рубка. Вот в эту рубку тоже надо подняться. Наверняка она в хорошем состоянии еще. Только не шуми, не шуми. Если бы ты сейчас со сцены упала, это было бы эпично. Это было бы не эпично, это был бы контент. Контент, это был бы провал. Если тут планировка такая же, как в сказке, она такая же, то чтобы попасть в рубку, нам надо выйти на балкон. А выйти на балкон это палево, потому что внизу человек. Смотрите, как проросло. О, японские вайбы вам есть, да? Напоминают японские вайбы, когда растут такие папоротники. Ну, только в Японии бы вообще все заросло бы вот так вот. Ну, долбить перестали. Оп-оп-оп. Вон она. Или он. Опа, тут закрыто. А тут, ты видишь? Да. Блин, она сейчас тут пройдет, нас увидит. Давай просто присядь. Думаешь, не заметит? Она идет против солнца, поэтому, скорее всего, не видит. Она идет с листом дерева туда, где мы захотели. Сейчас, скорее всего, там будет заколачивать. И вот сейчас уже многие из вас пишут этот комментарий, мол, два здоровых 40-летних мужика, как дети, прячутся от какой-то бабули. И я скажу вам... Да, нет, я, может быть, конкретно... Да или нет? Нет, значит, объясняю. Да и нет. Ну, во-первых, будь ты 40-летним мужиком на нашем месте, ты бы тоже прятался. Потому что азарт, детский, веселый. Б, наше поколение прекрасно помнит и знает, что бабули – это самые суровые охранники, с которыми не поспоришь. Они могут и палкой по хребту огреть, и солью из ружья в задницу выстрелить. И что ты ей сделаешь? Но на самом деле это, конечно, просто как прикольная игра – остаться незамеченным. И неважно, кто там, бабуля или здоровенный мужик с алабаем. Так просто и нам весело, и вам наблюдать прикольно. Как нас не замечают, как? Скажет, 100 пудов будет гореть постанова. Скажет, это один из вас. Киноаппаратная. Ой, а какой тут запах. Прям вот кинопленкой пахнет. О, барабан. Барабан. О, ну, кстати, редкость. Потому что обычно эти штуки разбирают в первую очередь. А тут все, ну, конечно, да, он такой подвыпиленный уже внутри. Но в целом с виду выглядит не так уж и плохо. Вот там вот сейчас нас будет закрывать, судя по всему. Ярмарка. Что там, чисто снаружи? А, мы все здесь в сборе? Да. Никто не спалился? Прекрасно. О, это что такое у нас? О, какая, смотрите. Да-да-да-да. Вот это находочки. Блин, на самом деле, с одной стороны, удивительно, что все это здесь еще осталось в таком сохране. О, сейф открыт даже, ничего себе. Но в сейфе только пластинка Алла Пугачева «Цыганский хор». С одной стороны, я говорил, удивительно, что тут все осталось в таком сохране, а с другой стороны, неудивительно, потому что, как мы выяснили, тут кто-то за ним следит. Я уж не знаю, местные это или нет, но они не выглядят как суровые охранники, они не выглядят как те, кто пилят металл, пожилая женщина и пожилой мужчина. По нашей информации, этот лагерь имел отношение к каким-то силовым структурам. То есть, скорее всего, здесь были дети КГБшников условных, да, при СССР. Зашибись. Я ненадолго отлучился, и все мои напарники куда-то испарились. Но они вроде хотели на крышу подняться. Вот я слышу их голоса, и здесь как будто бы... здесь как будто бы не тупик, здесь как будто бы лестница наверх. Ай, блин, башку ударился об дугу! Как неудобно лезть одновременно и снимать. Так, зато отсюда мы теперь можем оглядеть территорию. Согласен. О, кто-то себе тут пикничок устраивал. Территория продолжается куда-то в ту сторону. Территория идет вон аж вон до той сотовой вышки. А, да, вот далеко. Территория вся, это все территория. И вся заросла. Но нам надо ее досмотреть. Основная цель нашего приезда сюда – это все-таки бомбоубежище найти, которое здесь в теории должно быть. Сейчас прицелимся. По ветру пойдем. Куда-то туда. А это что такое? Кассетный боеприпас? Слышь? Вот что это такое может быть? Слушай, чувак, а это... Это сбили? Это сбитое, да. Потому что это не игрушечная история. А это взрыватель. А это не... Тогда я отойду подальше.
Тем более оно давно лежит в луже. Не-не, это четко военное изделие. Взял такой... Слушай, ну вот это-то рули. Ну это точно рули, я и говорю. Я думал, это прикол какой-то, игрушка, Нет, смотрю. Это рули, и это рули, я тебе скажу. Слушай, ну над этим районом что-то сбивали. Не игрушечное. Может быть, это просто часть от ПВО? 100% это... Ей бахнули дрон, а части сюда на крышу свалились просто. Или от панциря, Ну, вот это же явно верхняя часть. конечно. Но она пустая, кстати, внутри. Это обломки сюда упали. Охренеть. Ребят, верно наше предположение или нет? Напишите в комментариях. А эта штука в эту вставляется? То есть вот так вот это. Сейчас соберем, и оно бахнет. Слушай, а с этим уже нельзя ехать домой. Я бы просто это здесь оставил. Давай сфоткаем, выложим в телегу. Выложим на авито. Да, ребят, вот сейчас вылезет QR-код, и ссылка будет в описании. Переходите и пишите, что это такое. Да, видимо, она вот сюда упала. А, кстати, вот часть. Ну, я говорю, скорее всего, она над этим лагерем просто отработала и упала сюда. Ну, что я могу сказать? Этот лагерь преподносит все новые и новые сюрпризы нам. То есть, кто бы мог подумать вообще? Ладно, мы нашли свежую радиорубку, но то, что мы найдем деталь от ракеты на крыше. Ну, хотя, впрочем, чем мы удивляемся. В такое время живем. Надеюсь, что выпуск вам заходит, поэтому не забудьте поставить большой пальчик вверх, если вам нравится. Вот по идее, куда-то вот туда, вот в ту часть, смотрите, тут есть гаражи, какой-то... О, опа. Собака. Собака, у собаки место. Ты видишь, собака идет, у собаки место, и она пошла охранница этого лагеря. Блин, а нам бы вот сюда попасть. Это как будто похоже на бомбарь. Хотя... Нет, это скорее всего овощехранилище. А, там и написано овощи, да. Овощехранилище, да. То есть это не бомбарь. Ну, холодильник для трупов. Ну, если что, бабка. Сюда. Бабку упакуем, если что. Вместе с дедом. Ладно, нельзя так шутить. Ай-яй-яй, мы добрые, мы никого не трогаем, ничего не ломаем. Теперь главное не стригерить собаку и спокойно отсюда катапультироваться. Вон там собака. О, ну все. Псина согрелась, бежит сюда. Как вы думаете, кто быстрее добежит, собака до нас? Смотрите, сколько кинопленки здесь валяется. Так, девки, давайте вперед. Только подожди, сейчас не спускайся, если собака пониже побежит. Давай тогда я вперед пойду. Дэна, ты сзади. Теперь вы вперед. Собака, если придет, оттуда придет. Собака, видимо, ленивая оказалась. И вот прикол в том, что сейчас это можно собрать сюда на компьютере, ну, роботами. А каждая эта плиточка собиралась вручную. И все вот это вот выклеивалось. Да какая работа просто. Вы себе можете представить вот это и вон та мозаика. Это просто... Это гораздо больше, чем какие-то... Конечно, да. И так далее. Вот ты идешь, То есть просто и количество часов людей, да, затраченных. Кстати, любопытный факт про советскую мозаику. Вы знали, что в СССР она была как бы бунтом? Многие считают ее своеобразной территорией творческой свободы. Сейчас расскажу, почему это реально любопытно. Мозаику делают из смальты. Это небольшие кусочки цветного непрозрачного стекла, из которых собирали огромные изображения на фасадах зданий и не только. В отличие от картин, книг или кино, такие работы привлекали гораздо меньше внимания цензоров. Архитекторы были жестко ограничены типовыми проектами и нормативами. Про это я, кстати, подробно рассказываю в выпуске про хрущевки. Гляньте, если еще не видели. А вот художники-монументалисты зачастую могли позволить себе гораздо больше экспериментов. Поэтому в советских мозаиках нередко появлялись элементы, которые было сложно встретить в официальном искусстве того времени. Абстрактные формы, национальные орнаменты, отсылки к древним культурам и даже визуальные мотивы, напоминающие религиозную символику. В общем, все то, что не прошло бы цензуру, будь это просто картина на здании. Конечно, это не всегда был прямой протест против системы. Чаще художники просто пользовались тем, что язык мозаики был сложнее и многозначнее. То, что для одного чиновника выглядело как декоративный узор, для другого могло оказаться целым набором скрытых смыслов. Художники прекрасно знали, что чиновники не умеют читать мозаику, и пользовались этим. Именно поэтому сегодня многие советские мозаики воспринимаются не только как украшение зданий, но и как своеобразный культурный код своей эпохи. За официальными сюжетами про труд, науку и светлое будущее нередко скрывались эксперименты с формой, местные традиции и идеи, которые в других видах искусства могли бы просто не пройти согласование. Вот такие интересные факты. Кстати, пока мы любовались мозаикой в лагере, к нам вышла та самая бабуля, от которой мы прятались. Здравствуйте. Что уже здесь разлучно, не надо здесь находиться. Так не, ну мы пофотографировать только снаружи. Мы просто погулять. А некоторые
балуются, хулиганят. Но это не про нас. Взрослые Взрослые еще детей. другой раз хуже детей все собирают. Мы не совсем тогда взрослые. Мы где-то между детьми и взрослыми. Мы в пограничном возрасте находимся, когда нам еще интересны вот мозаики красивые от Советского Союза оставшиеся. Какой лагерь был? Да, лагерь был Одна красивый. работает. Давно. Территория вот есть одна, а вот есть еще другая, как Это бы. там старые домики. На старые. А, ну это от него же старые домики, да, от этого же лагеря. А вы тоже тут работали? А? Вы работали, что ли, в этом Да. лагере, да? Здорово. Серьезно, работали здесь? Конечно. Оператор котельный. Ну мы просто погуляем снаружи, пофотографируем чуть-чуть. Еще нас там никто не съест. Нет, там собачка Машка осталась. На обратном пути встретили того, от кого прятались, точнее ту. Оказалось, что это женщина, которая работала здесь. Ну, в общем-то, вы сами все слышали. Ну и теперь давайте тогда уж вернемся и пойдем уже на старую территорию искать то самое бомбоубежище, которое здесь должно быть. Конь хорош. Что мы делали с такими в детстве? Покажи. Обычно скретчить еще тогда никто не умел, Ага. поэтому это было вот так. 5 минут назад сказали мы бабушке. Балуются, хулиганят. Ну, это не про нас. Не-не-не, мы взрослые люди, мы ничего ломать. Не, ладно, мы в пограничном возрасте. Смотри, какой непроходимый лес. У меня эти флешбеки Японии, там бамбуковый лес, вот точно такой же. Супер плотный бамбуковый лес. Хрен проберешься. Кстати, о Японии. В моих прошлых выпусках из Фукусимской зоны отчуждения было очень много комментариев из разряда «Кот, у тебя от радиации волосы стали выпадать». И да, мои наблюдательные товарищи, хоть и не от радиации, но такая проблемка все-таки присутствует. Но может для кого-то это будет новостью, а в современном мире медицина давно шагнула вперед, и в клинике GG Med можно вернуть шевелюру обратно. Да-да, именно медицина, потому что в России это считается медицинской процедурой, где важны здоровье и безопасность, а не косметологией, как, например, в Турции. Более того, ценник в GG Med тоже вполне доступный. Поверьте, я уже начал заниматься этим вопросом и точно знаю, о чем говорю. А еще я знаю, что большая часть моих зрителей это мужики 35-40 лет, и уверен, что такая проблема есть не только у меня одного. Пацаны, я свой выбор сделал, и вам советую. Можете прямо сейчас открыть сайт по ссылке в описании и посмотреть примеры работ. Цена за такую услугу около 170-190 тысяч рублей. И это не новая компания, которая привлекает клиентов доступной ценой, а клиника, которая уже много лет на рынке с сотнями отзывов и даже видео отзывов. А еще у них есть художник-портретист по пересадке, который нарисует вам действительно эстетичную линию волос. Будет еще лучше, чем было. В общем, лично я доверил им свою голову, чего и вам советую. А результат увидите уже в следующих выпусках. Не благодарите, просто переходите по ссылке в описании и записывайтесь на бесплатную консультацию. Ну смотри, вот это уже похоже на какой-то военный забор, как будто бы. Да, он смотри, какая-то что-то торчит из земли. Я не про мусорные баки, а он там дальше какой-то. В общем, я так вижу, что здесь появляются намеки на что-то подземное. Вопрос, где именно это подземное? Мазутная. А, здесь мазутная была. Стой. Он поворачивается, прикинь. Майна, помалу. Блин, ну прикольно, смотри. Ну, прикольно, да, согласен. Прям такое ведро черпак. Там грязновато, лучше туда не ходить. Но там не то, что грязновато, там пипец. Липковато. А у меня ноги приклеиваются. Дальняя часть территории, тут тоже какие-то постройки такие интересные. Причем что такие, если там они прям с мозаиками, с такими, то здесь они прям какие-то очень старые. И, судя по всему, здесь как будто кто-то ходил или что-то таскал совсем недавно. Здесь должен быть бомбарио, поэтому у нас с собой есть вот такая штука. Ключик золотой, да. На всякий случай с собой надо носить. О, смотри, будка в лесу стоит и вытяжка. Любопытненько. Причем нету подхода. Ну, судя по такой насыпи, это какое-то убежище. Ну да, нифига себе. Зацените, ребята, что мы нашли. Вот это поворот. Такой зеленый кислотный цвет. Так прикольно выглядит. Ой, как он глубоко уходит. Такой гул оттуда прям идет. Интересный. И эхо, да. Оп. И в конце у нас... А в конце у нас закрытая дверь. Ну, блин, кто бы сомневался. Дверь, год, пряжи. Дверь под напряжением, да? Никто не хочет проверить, под напряжением она или нет? Нет. Ага, слушай, ну...
Слушай, ну она ходит. Ну, мы были бы не мы, если бы у нас не было инструмента. Мы к такому готовы. Дэн, как говорится, я всегда с собой беру, да? О, это открыть. А З это закрыть. А З это закрыть. О, контент пошел. Надо досочку отсюда убрать, наверное, которая подпирает. Оп. Автоматика советская. О, смотри, она тебя не прибьет, автоматика. Эта хрень весит. Слушай, ну она такая. Дверца весит, ну, тонны, наверное. Ну, тонну, наверное, весит. Ну, может, и 1,5, слушай. Смотрите, какие петли мощные. Почти как у меня. Хотя не, у меня мощнее. У меня вот в 2 раза толще вот эта вот штука. А вторая... О, ну хоть вторая открыта. Слушай, прям такое предвкуш... О, слушай, но он неплохо сохранился-то. Бум. Так. А запах. Вентиляция. Ну давайте, ладно, давайте отсюда начнем. Ну, смотрите, еще одна гермодверь. Приборы. Светятся наверняка в темноте. Ну да. О, еще одна гермуха. Открыть, закрыть. Это закрыто. Блин. Надо будет попробовать ее открыть. Смотрите, какие клапана. Все живо, все цело. Так, а тут у нас какие-то шкафы лежат. О, печатные машинки. Или это телетайп. Что это? А, ну да, смотрите. Вот что это такое? Это шифровальная машинка или какая-то еще? Что это такое? Тут вот написано Empfangslotcher. Немецкая. Ну как? Немецкие. Так, смотрите, шкафы. В шкафах у нас обычно лежит какая-то документация, которая нам что-то может сказать об этом месте. Смотрите, спецблокнот. Ого! Вот это надпись. Вот это артефакт КГБ СССР. Снятие копий запрещается. Гриф секретности. Ну, стало быть, это место имеет прямое отношение к КГБ СССР. Значит, здесь может быть еще что-то интересное. Во-первых, интересно, насколько большой этот бункер. Но это уже классная находка. О, смотрите, спуск вниз или... А, нет, ну здесь насосная. Здесь насосная станция. Вода питьевая. Запас питьевой воды. О, здесь у нас какой-то, как будто актовый зал. О, какая... О, это трубка, только с таким разъемом интересно. И какие-то блоки. В общем, какое-то силовое оборудование. Питание, сеть 20 вольт, 27 вольт. Так, а здесь у нас, ну, судя по всему, здесь у нас туалет. Ой, какая приблуда. С такой гирькой, которая туда... А, там... Я слышу, что там булькает вода. Так, ну логично предположить, что, видимо, с этой стороны то же самое. Ну да. А, ну и все, что ли? Он настолько маленький, то есть тут одно помещение, второе помещение. Это, видимо, ну, чтобы детей сюда укрывать. Но вопрос, почему в детском лагере лежат спецблокноты с надписью «Совершенно секретно КГБ СССР». То есть понятно, что это убежище, но оно наверняка же для детей было рассчитано. Это очень интересно. Такие клапана, если честно, я давненько такого, да хотя даже не припомню, чтобы я вот именно такие видел. То есть это явно какой-то спецобъект на территории лагеря. Это очень необычно. А здесь у нас что? Здесь, видимо, электрощитовая, судя вот по этим щитам. Да, 380, и судя по всему, здесь у нас сейчас будет дизельная. Ох, какой красавчик! Ну, ребят, на самом деле это довольно большая редкость, когда дизель сохранен, генератор. Обычно это первое, что выпиливают. Смотрите, это что, стартер, да? Ну да. То есть прям уже, правда, начали его, смотрите, пилить, разбирать.
на медяшку. Но сам блок еще целый стоит. Вот, кстати, детский лагерь. Стульчик говорит нам о том, что здесь все-таки детский лагерь по соседству присутствует. Так, у вас с этой стороны красота. Смотрите, какие приборы классные. Масло, вода. Оп, оп. Кайф. Ну, кайф. Ну, что, в целом, вот он такой довольно небольшой бомбарек. Но, блин, одна дверь закрыта. Я предлагаю попробовать. Давай попробуем дверь открыть. Дэн. То есть она вообще не хочет проворачиваться, да? Не, ну смотри, ну он чуть идет. То есть на закрытие он идет. А на открытие... Да, смотри, скорее всего, тут просто болт вкрутили. Вообще не шевелится. Не-не-не, шевелится. Шевелится, да, прям ходит. Вон, ты бьешь ее, она вон прям... Видно, что она ходит. То есть она может открыться. Походу они вошли назад. Беда. Какие вообще? Шатай. Вы забыли сказать слово «Сим-Сим, откройся». Подожди, может болт выкрутили. Не положили, а выкрутили. Не положили. Давай еще разок. Смотри, пошел вон, щель уже. Щель. Давай. Оп! Ни хрена себе! А все сапоги взяли? Вот это да! Не зря. Ни хера себе! И смотри, здесь другие, совсем плитка уже совсем другая. Охренеть! То есть это еще глубже на уровень ниже под бомбоубежищем. Прикиньте, еще один бомбарь в бомбаре, еще глубже. И тут такой прям он цивильно сделанный, то есть это явно, ну вон гермодверь уже, здесь голубая. Охренеть! Причем, судя по перилам, он как будто бы новее. Слушай, офигеть, то есть смотри, здесь такие стеклянные двери, а здесь вот такие двери. И они прям отличаются от тех, что сверху. А это потому что бомбарь по команду стала. То есть тот бомбарь получается для типа прикрытия для детей, а здесь что-то более серьезное. И, видимо, судя по тому, что там наверху было КГБ СССР, что-то мега секретное, да? Друзья, в этом выпуске есть некоторые несостыковки. Я уверен, что досмотрев до этого момента, некоторые из вас их уже заметили. Иногда подобное у меня получается случайно. Но не в этот раз. Связано это с тем, что мне частенько предъявляют в палазочных кругах, что из-за моих видео школота и мародеры находят крутые объекты, громят и разворовывают их. Поэтому сейчас я специально запутал следы. Но как я это сделал? Расскажите мне вы. А чтобы у вас была мотивация, я дам вам за это подарок. Итак, что нужно сделать? Заходите в Telegram в пост с этим видео. Именно в телегу, а не в комментарии на YouTube или в ВК. И там пишите коммент, где с креативчиком рассказываете, что не так с этим выпуском. В конце июля я выберу самый понравившийся мне рассказ и отправлю его автору вот такую кружку-хрущевку. А тому, кто будет первым точно описавшим суть того, что не так, я подарю вот такую кружку-панельку. И вот вам маленькая подсказка. Казалось бы, при чем здесь кофе? Ну а если вы не хотите напрягать мозги и писать, но хотите одну или обе этих кружки, то можете сами себе их заказать. Вот QR-коды, а ссылки в описании к видео. Так, ну и здесь мы видим сразу, видимо, санпропускник здесь находится. Вот вход справа от меня, сразу дверь. Это у нас шлюз получается. То есть вот эта дверь, если сверху кто-то приходит, она закрыта. Ты заходишь сюда, и здесь мы видим какие-то емкости с водой, кучу каких-то фильтров. Да, я думаю, мое предположение верно. Тут у нас какие-то вытяжки, фильтры, вентиляшки. И здесь у нас должна быть душевая, потому что клапана перепускные. Получается, он сюда заходит. Это, короче, это шлюз для очистки, если сверху заражение, человек заходит, та дверь закрыта, он проходит через этот шлюз, здесь принимает душ, смывает с себя всю радиоактивную гадость. И вот, слушайте, здесь бы, кстати, ну хотя вряд ли это когда-то использовалось по назначению, дозиметр я с собой, к сожалению, не взял, зеркальце даже вот висит. Вот. И дальше он выходит, получается, сюда. Вот еще одна гермодверь, то есть она здесь герметизируется, здесь герметизируется, и здесь он, получается, выходит уже с этой стороны двери. Вот, собственно, и вход.
Да, вот, а здесь у нас что? Здесь у нас туалет при входе. Все, понятненько. Теперь идем дальше. В общем-то, о, ни хрена себе, там коридор впереди. Посмотрите на его длину. Ну, он сильно, явно сильно больше, чем тот, что сверху. Он еще и вширь, и туда, и сюда. Ого, ого. Так, ну все, я сейчас не перестану удивляться. И судя по тому, что я уже вижу, и у меня был выпуск про бомбоубежище командного состава, да, министерский. Этот очень похож на то, что я видел там. Вот, смотрите. Управление главного механика и главного энергетика. Помощник министра. Финансовое управление. Мне там писали, что я бумажки сам наклеил. Вон, смотрите, видите? Здесь тоже, уходя, гасить свет. Потому что эти бумажки здесь наклеили. Он, видимо, до 2000-х годов еще функционировал. Главная энергетика. А что это за министерство было? То есть, смотри, если здесь помощник министра, а есть сам министр, интересно. Новой техники, управления. В общем, ребята, по ходу дела мы нашли министерское бомбоубежище, которое находится под убежищем для детей, который находится под пионерским лагерем. Охренеть. Инспекция при министре. Министре чего, блин? Не ваших собачьих дел? Каком министре-то? ВПО, юридический отдел с арбитражем. Такое ощущение, что это просто Союз. все существующие. Мы нашли царь-бомбарь. Здесь все министерства здесь сидели, в случае чего. Ну, судя по тому, на самом деле, как он спрятан, я, в общем-то, не удивлюсь. Управление внешних сношений? Чего? Это СССР. Не было внешних сношений. Так, что это такое? Ну-ка, тут у нас что? Тут у нас электрощитовая. Еще, кстати, довольно живая. То есть дверь, видимо, была закрыта не просто так. О, гермофорточка. Это прям форточка. Там, видимо, дизель. Сейчас мы туда пройдем, посмотрим. ВП-33. Ого! Здесь, смотрите, свой дизель. В отличие от того, который сверху. Он сильно больше. Он прям крупнее. Танковый дизель, да? Сколько здесь горшков-то, ё-моё. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В12. Вот этот моторчик. Движок так движок. Дизелек так дизелек. Мощно, мощно. И вот смотрите, такие же, как и наверху. Клапана стоят. Ну, хоть что-то здесь общее. Причем, смотрите, заметили, тот зеленый, а этот синий. Для правильных людей. Да, да, да. Сюда без костюма нельзя. Технические помещения. Ладно, технические помещения, все, конечно, прекрасно. Но пойдемте искать министра, да. Таблички, я думаю, там не просто так лежат. Я просто, когда я нашел наверху КГБ СССР, меня это удивило, потому что я не видел раньше в бомбарях в таких прям тетрадях КГБ СССР. И зачем, казалось бы, зачем в детском лагере тетрадки в убежище, да, КГБ СССР, блокноты вот эти специальные. А теперь стало все понятно, зачем. Может быть, это убежище было законсервировано уже, правда, давно? Нет, не давно. 2016 год. Теперь нам нужна карта, да? Туда. А, и туда еще! Ни хера он здоровый. Что ж, похоже, мы действительно нашли один из дальних ЗПУ, запасных командных пунктов какого-то министерства. Это те самые подземные города СССР, о которых ходили слухи и легенды. Вот он перед нами. Размеры, конечно, впечатляют, но на город он как-то не тянет. Ну что ж, людям свойственно преувеличивать, но давайте попробуем разобраться, что именно это было. Во времена Холодной войны советское руководство прекрасно понимало, что в случае большой войны первые удары будут нанесены по Москве, штабам, министерствам и центрам управления. Именно поэтому по всей стране строились ЗПУ – запасные пункты управления. Если основной штаб переставал существовать, руководство должно было перебраться сюда и продолжить работу уже под землей. Изначально я думал, что перед нами какой-то военный объект, но находки внутри говорят совсем о другом. Среди табличек, найденных в одном из первых помещений, мы с вами видели надписи «Кабинет министра», «Управление внешних сношений», «Финансовые и технические службы». А еще упоминание организации «Союзнефтехимзарубежстрой». Все это больше похоже не на военный штаб, а на резервный командный пункт какого-то крупного союзного министерства. Я предполагаю, что при СССР это было как раз Министерство внешних сношений, такое тогда было, а потом уже, вероятнее всего, это относилось к Министерству иностранных дел или чему-то в этом роде, но это лишь мои догадки. Скорее всего, в мирное время здесь практически никого не было.
Объект поддерживали в готовности, обслуживали оборудование, проверяли связь и системы жизнеобеспечения. Но если бы началась война, сюда за считанные часы должны были прибыть министры, инженеры, финансисты, связисты и другие специалисты. Именно отсюда они продолжили бы управлять своей отраслью, пока наверху происходило бы то, чего в СССР опасались десятилетиями. Да и не только в СССР. Судя по голливудским фильмам, в США этого боялись побольше нашего. Восхитительно. Просто ошалеть можно. Так, ну ладно, пойдемте в эту сторону. Здесь коридора вроде нету. Здесь у нас, я так полагаю, что здесь эти были кондиционирования воздуха, да? Расход кислорода из баллонов. Здесь, видимо, баллоны стояли. Как она? Климатическая установка здесь, видимо, была. О, была. Видимо, вот она, да? Ну-ка, что это такое? Испаритель. Ну, я говорю, климатическая установка. Климат, да. Обалдеть. Вон бак сверху. Там аккуратно провал в полу еще на этаж ниже. Еще на этаж ниже? Ребят, ну куда ниже-то? Мы и так уже спустились. Ниже некуда. Ну прям очень глубоко. Тоже. Вон. Насос, видимо, какой-то. Ну, это, скорее всего, была вода, да, это баки, судя вот по этой балке. Так обычно делают баки с водой. Здесь артезианская скважина, видимо, была. О, смотри, а здесь лесенка пониже. Так, ну-ка. Вот, кстати, смотри, фильтра еще стоят. Ох, нифига себе их тут. Слушай, ну куда ни пойди, здесь везде вот просто дофига всего того, что удивляет. Сколько здесь фильтров для того, чтобы большой объем воздуха очищать. Это явно же говорит нам в очередной раз о том, что здесь очень и очень много места. Да уж, вот тебе и лагерек. Ого! Посмотрите туда. Еще очистка воздуха. И на диаметр, посмотрите, вот я стою, вот размеры просто с меня ростом фильтр-вентиляционной установки. То есть мне кажется, что то, что мы сейчас увидели, там нас ждут где-то еще повороты какие-то. Смотрите, какой пульт. Вы только... Ну, короче, у меня опять, я в шоке, ребят. Я такого, честно говоря, не видел даже в том командном пункте, который снимали мы до этого. То есть это система целая, приточная. Это система даже какого-то кондиционирования, климата какого-то. Блин, смотрите, это сколько. Это осушитель. Так как воздух мог приходить сильно влажный, его осушали здесь. Там стоят внизу поддоны, куда стекал конденсат. А если в окошке посмотреть, там видно трубки кондиционера. То есть это большой советский кондиционер. Ага, ну я и вижу, что это что-то связанное с влажностью. Ну, ты смотри, это получается, в соседней комнате мы видели установки климатические, а здесь вот непосредственно сам пульт управления и еще установки. Я никогда не видел столько кнопок на вообще пульт управления. Я причем был даже вот у ребят из подземной Москвы в бункере 703. Министерский тоже бункер, МИДовский, там документы хранили, там за влажностью должны были следить. Но даже у них не было такой мощной климатической установки. Ну, она большая у них там, ну, пульт именно я имею в виду. Но вот это, да, круто. Ну, куда я посмотрю еще, что за ним. Еще смотрите, сколько клапанов. Слушай, интересно вообще, сколько такой клапан стоит? Вообще он нужен сейчас кому-то или нет? Это же очень специфическая штука. Из-за того, что они отсюда очень быстро пропадают, клапана нужны всем. Особенно двигатели и все остальное. Куча нержавейки. Ну это же все не ржа, все да? из нержавейки сделано. Да, сколько лет она здесь стоит, вон даже никакого следа ржавчины нет. Слушай, ну я так понимаю, что, возможно, то, что мы увидели уже выпиленное, это то, что выпиливали, ну, военные или, не знаю, КГБшники, кто здесь сидел. Ну, в общем, обитатели этого места, кто последним уходил, решили прихватить с собой и медяшку. Но это не точно. Ну-ка, а там что? Да, вон лампочки, индикация. Пойдемте дальше. Это же далеко не все. Здесь же еще много всего. Мы только в маленькое, казалось бы, мы зашли только в маленькое ответвление, а там еще дальше будет еще больше. Авария на атомной станции, авария на химическом объекте. Ну, это ГО. Привлечь внимание. Если бы здесь был Криосан, я знаю, что бы он первым делом захотел сделать. Запитать это место. Ребят, если вы хотите, чтобы мы запитали этот бункер, пишите в комментариях, мы над этим подумаем. Смотрите, опять тоже окно сделано так.
трильяж. О, ну смотрите, тут прям шикарно. Это вот, видимо, здесь сидел министр, да? Смотрите, у него есть ковер, у него есть трильяж. Так, а с этой стороны у нас... Телефонист того времени выглядел так. Алло, да, пропускай, все, не спрашивай меня. Обед приносите. У него 8 рук было. Все постирать. Я тебе сказал постирать. Не звони мне на работу! Да, что? Какие дети? Ты о чем? Вот смотри, кстати, календарик лежит. Январь. 1 января. Какой год-то? 84-й год. Пожалуйста. Так, а здесь? Ну и здесь тоже, да? Здесь замминистра сидел, здесь попроще уже кабинетик. Или наоборот. Здесь сидел, наверное, министр, потому что у него свой этот секретарь был с кучей телефонов. Телефон, потому что вот без... Ага, а вон там был замминистра. Ну вот и смотрите, вот опять тоже, у меня в прошлый раз говорили, что я вот это вот сам наклеил. Опись, монитор. Вот нахрена мне этой фигней заниматься, видите? Тут, в принципе, ничего не отклеилось. Висит. Вот с каких годов висит? Ну, не знаю, с 2000-х, наверное. Эта штука еще функционировала. Хотя, в принципе, мы же находили календарь. В 2016 году здесь еще все работало. Выход номер 2, туалет, медпункт. Точно так же, как и в том, и туда еще, да сколько ж тут коридоров-то, а? Коридор вот 2 написано, а это даже коридором не считается. Так. Ответственный. Видимо, какие-то фильтры. Ну туалет, да. Памятка для уборщицы. Ну такой мини-городок. Еще один подземный. Широкие коридоры. Это бойлер, видимо, для подогрева воды. Здесь у нас тоже идет выход. Только вот куда второй выход идет, интересно. Ну-ка, что там у нас? Ну там тупик. То есть, видимо, выходит он куда-то в холм, его надо раскопать, как в выпуске про ядерное хранилище, первое ядерное хранилище СССР. Там как раз-таки вот лежали лопаты в конце, второй выход без двери. Но в случае, там, если завален взрывом основной вход, его надо было расковырять. Еще один коридор. То есть, получается, вот идет коридор параллельно, вон там идет коридор, вон там мы зашли. И там, видимо, еще один длинный коридор. Это невероятно большой. Около 1500 квадратных метров. Это помещение, так, судя по всему, столовая. Посмотрите на размер этого помещения. Сейчас покажу. Комната отдыха. Милиция 45, 90-й год. Здесь диванчик, 2 кресла. Ну, честно говоря, довольно-таки уютно, надо сказать. Все-таки министры-то себя баловали. Вы посмотрите, просто, это же прям столовая, полноценная. Здесь вот не чувствуешь себя, как в каком-то маленьком бомбарике. Здесь прям можно полноценно жить несколько месяцев. То есть это место явно было рассчитано на ядерную войну, на то, что здесь придется несколько месяцев пересиживать, пока наверху все заражено. Учитывая глубину залегания и как это спрятано, место было невероятно секретное. Просто невероятно. Обалдеть, он невероятно большой. Здесь реально можно по неопытности заблудиться. Тут пустые помещения везде. На самом деле меня больше всего радует здесь то, что он не затоплен, в отличие от того, который мы в прошлый раз снимали. Еще одна какая-то фильтровентиляционная комната с кучей клапанов, с кучей управления. Бомбарь 1001 телефона. 1001. Потому что это министерский бомбарь, им нужна связь. И они все на связи. Сколько их тут будет? Мы в прошлом бомбаре, в прошлом командном пункте нашли целую комнату с телефонами. Там их были 1000, но здесь, я думаю, 100 будут. Гермодверь еще одна тоже явно что-то закрывает. Электрощитовая, хотя написано кладовая, но щит стоит. Опа! Знаете, что это? Это радиоизотопный извещатель дыма РИД-1. Это, пожарный датчик, только немножко с радиацией. Вот это, конечно, то, что лежит просто так. Хотя он, наверное, нет, вроде выглядит целым. Но это не точно, он развинченный. Ладно, не буду его на всякий случай трогать. Не сюда идет. Учитывая, как Аня боится радиации, сейчас будет интересно ее реакцию посмотреть. Смотри на эти штуки. Знаешь, что это такое? Нет. И, видимо, не хочу знать, да? Радиация. Зачем ты трогаешь это руками? Так, здесь мы были, оттуда мы пришли. Нам надо идти вперед
потому что впереди какая-то решетка. Впереди какая-то решетка, а по дороге еще куча помещений с полками. Как будто бы здесь какие-то кладовые. Такое ощущение, что вот эта часть, в которой мы сейчас пришли, она такая технически для обслуживания, да? Здесь всякие щитовые, кладовые и прочее. Так, это вот первый коридор, который мы прошли мимо. А здесь у нас какая-то решетка. Ну, смотри, какой. Валяется. Как на таксофонах раньше было на улице. Железный диск такой. Щелк, 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 щелк. Похоже на какие-то звонки. А, это АТС-ка, видимо. Хотя почему здесь давление в кабеле, давление в баллоне. Ага, понятно. Ну да, судя по всему, это была, наверное, АТС-ка. Да, это была АТС-ка. Совершенно точно. Это была связь. Все, конечно. Кстати, тоже все повыкусывали уже. Ну и вот, вот. Следы того, как это выкусывали. Любопытно, да, любопытное местечко. Но мы еще не все посмотрели, у нас еще остался один коридор, как минимум. Баллон с воздухом, кстати, даже остался. Удивительно вообще. Сюда. Вот последний коридор. Но что-то мне подсказывает, что здесь, вероятнее всего, будут тоже пустые помещения. Как же я опять ошибался. Это место не перестает меня удивлять. Здесь, кстати, нет почти эха. Зацените. Какие-то остатки оборудования. А, кровати, кстати, мы же не нашли, где они спать-то должны были. Они же не должны были здесь только сидеть и работать. Наверняка должны быть еще где-то кровати. Печатная машиночка, ну-ка. Как она прикольно звенит. Сейфы. И, судя по обивке вот этой вот звукоизоляционной, здесь был как раз-таки узел связи. То есть там, судя по печатным машинкам, какие-то приказы печатались, приходили, уходили. Ну, в общем, эта комната, скорее всего, эта комната отвечала за связь с внешним миром. Так, но я все-таки хочу найти, где же они спали-то. Это Хоботоп. Житель бомбоубежища Хоботоп. Это хранитель этого бомбаря. Хранитель бомбаря, да. Да, здесь явно стояли столы, розетки. Мне интересно, мы все еще не нашли места, где они спали. Наверняка же должны быть. Как бы это странно ни звучало, но в этом бомбоубежище я чувствую себя в безопасности. В общем-то, как и должно быть в бомбоубежище. Вот, смотрите, здесь у нас уже пошли какие-то матрасы и намеки на то, что здесь жизнь может быть в плане, ну именно жизнь в плане спать. Вот, смотрите, вот кровати пошли. То есть вот здесь вот, видимо, ну почему их так мало? Может быть, часть кровати просто снесли в ту кладовку. Ну, как будто бы вот здесь вот, да, они должны были ночевать. Ну да, мы прошли все по кругу уже. Вот последнее помещение. Мы прошли полностью по кругу. Это огромное убежище, в котором сидели министры. И вот теперь можно ответить на главный вопрос этого выпуска. Существовали ли подземные города СССР? Да, но не совсем такими, какими их представляли легенды. Не было бесконечных подземных мегаполисов, скрытых под всей страной. Но были подобные объекты, хорошо замаскированные, запасные пункты управления, готовые в любой момент принять людей, от которых зависела работа целых министерств и отраслей огромной страны. И самое удивительное, что мы нашли вход в одно из таких мест там, где меньше всего ожидали. Среди заброшенного пионерлагеря, где время словно остановилось несколько десятилетий назад. Наверное, именно за это я и люблю подобные экспедиции, когда очередная легенда оказывается не выдумкой, а реальной историей, спрятанной под слоем бетона, ржавчины и забытых коридоров. Сегодня этот объект пуст и заброшен, но мы смогли своими глазами увидеть место, которое когда-то готовили на случай событий, которых, к счастью, так и не произошло. По крайней мере, пока. Ну а еще мы в очередной раз убедились, что иногда самые невероятные легенды действительно оказываются правдой. С вами был Кот. Пока.